готовы вы провести пару суток без ночной темноты? Долгожданного времени покоя и отдыха, когда краски блекнут, звуки становятся тише, будто специально для того, чтобы дать всему живому время восстановиться и набраться сил для нового дня. А что, если речь идет не о 2 сутках, а о 2 месяцах без ночи? Приглашаю вас к нам за полярный круг, чтобы увидеть уникальное солнце полуночи. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать на Кольский полуостров! Живя обычной жизнью в круговерти каждодневных дел, особенно в городских условиях, мы перестаем замечать, насколько природа влияет на нашу жизнь. В частности, природная тьма. В Арктике, вдали от большой цивилизации, многие вещи приходится подстраивать под смену дня и ночи. Ночью, по большей части, невозможна охота и рыбалка. Перемещаться по лесным, да и просто местным дорогам в темноте становится опаснее. Часто приходится спешить окончить дела до темна. Но у севера летом есть одно неоспоримое преимущество – это постоянный свет. Полярный день, возникающее в нашем полушарии вокруг Северного полюса, уникальное явление, когда Солнце больше 24 часов не опускается за горизонт. Возникает полярный день, как и полярная ночь, о которой рассказывала в этом видео по ссылочке, из-за естественного наклона оси Земли по отношению к Солнцу, благодаря которому часть прилегающих к полюсам территорий оказывается освещенной круглые сутки. Солнце фактически просто ходит по небосводу по кругу, чуть припадая к горизонту в полночь. Продолжительность полярного дня зависит от географической широты и на Кольском длится от 20 дней до 2,5 месяцев в самой северной точке полуострова. Положительные стороны этого явления очевидны. Солнце и свет – это жизнь и время. Растения дольше вегетируют. Из-за большого количества света в Арктике, несмотря на более низкую температуру, вполне неплохо растут стандартные для средней полосы культурные растения. Когда круглые сутки светит солнце, можно планировать свои дела, не обращая внимания на приближение ночи. Рыбачить и беспрепятственно перемещаться по лесу можно хоть круглые сутки. Дни, то есть периоды активности, действительно длятся столько, сколько тебе нужно. Но здесь же таится и опасность, а порой и очевидное неудобство. Человек не приспособлен к жизни в постоянном ярком свете солнца, сколь бы сильно он его не любил. Именно в темноте, когда наш мозг получает соответствующую информацию об освещенности от сетчатки глаз, вырабатывается важный для организма гормон мелатонин. Мелатонин выступает регулятором наших биологических часов, то есть циркадных ритмов организма, за открытие механизма которых, кстати, не так давно вручили Нобелевскую премию. Считается, что кратковременное пребывание в условиях полярного дня не опасно для здоровья, а вот длительное может сказываться негативно, сбивая наши внутренние часы. Не говоря уже о том, что мозг в принципе слегка изумлен постоянным светом и не знает, когда и зачем ему засыпать, если вокруг ясный день.
Спасает маска для сна или плотные шторы и строгий график, без которого очень скоро начинаешь чувствовать себя странно. Полярный день вообще время странное. В золотом рассеянном свете полуночного солнца будто стирается грань между сном и явью. Если ты погружен в какое-то дело и не смотришь на часы, можно засидеться до утра и не понять этого. Разве что необычайная тишина тайги да туман, стелящийся над водой, напоминают о том, что где-то все еще существует тьма. И над этим нереальным миром все время висит яркое солнце. В действительности на севере полярный день чуть длиннее полярной ночи, а площадь, на которую влияет полярная ночь, меньше, чем та, где правит полуночное солнце. Так что на самом деле в нашем мире, как и в нашей жизни, день так или иначе все равно побеждает ночь. И, возможно, только ради этого стоит побывать на севере, чтобы наблюдать в тишине сквозь неровные силуэты ели и сосен, как в гладкой поверхности озера отражается одно единственное, такое причудливое, но все такое же ласковое солнце полуночи.